Приветствую, друзья, я доктор Епифанов. Сегодня разберем упражнения для коленных суставов. Представляю вам друга нашей семьи, Светлану. На ее примере мы покажем, как нужно восстанавливать свои суставы, как относиться к упражнениям, которые помогают избавиться от боли, помогают мобилизоваться или помогают укрепить коленный сустав. Если бывают отеки, то это просто признак того, что вы реально перегрузили свое колено. Поэтому, если в ответ на какие-либо упражнения у вас возникает отечный синдром, значит, эти упражнения вам не подходят. Внимание, вам не подходит физическая активность в общем, вам не подходит конкретное упражнение. Обычно на нижнем полюсе надколенника и на южном, и на северном, соответственно, где живут медведи белые, возникают болезненные точки. Это признаки тендиноза коленной чашечки. Также боль часто бывает локализована в области гусиной лапки. Это вот здесь вот. Болезненно? Ну, неприятно. Да, вот уже здесь как бы у нас есть какой-то наметок первичных болей. Да? И вдоль суставной щели по внутренней поверхности колена есть что-то? Что-то есть. Да? Если посмотреть, да, уже здесь что-то есть. Также мы можем посмотреть, насколько у человека болезненный сам квадрицепс, который идет к колену. Раз, есть, да? Большая берцовая мышца, ага, есть, да, и икроножная мышца. И везде мы что-то находим, ну, какие-то неприятные чувства. Мышцы неоднородны, ну, есть такая проблема. Теперь погнали, мы делаем неправильные упражнения. Смотрите, ребята, вот такое положение является очень патологичным для коленных суставов. Во-первых, здесь гиперсгибание идет, да. Во-вторых, мы очень плохо воздействуем на венозную сетку. Во-вторых, такое длительное сидение пережимает и нервные стволы, и это положение не имеет ничего общего с выздоровлением коленных суставов. Ребята, еще раз, внимание, оно не всем не показано, а тем, кто хочет восстановить свои колени, вот такое упражнение, такое положение не показано. Также любые стойки на четвереньках. Да, и когда пытаются коленные суставы специально в этой позиции как-то нагружать. К сожалению, коленный сустав не рассчитан совершенно на вот такую вертикальную нагрузку, потому что ходить мы должны на стопе, а в коленном суставе, особенно в измененном, у нас возникают остеофиты, шпоры, воспаленные бурсы, места прикрепления сухожилий, и нагрузка таким образом не является совершенно лечебной. Поэтому никакие упражнения, ни стойки на коленях, ни ходьба на них, даже если вы работаете на огороде, дома, ползаете, моете пол, на коленях этого делать не надо. Это упражнение, можно по-русски назвать ходьба на попе. И оно полезно, когда вы абсолютно здоровый человек. Когда у вас есть проблемы с коленными суставами, наверняка у вас есть остеоартрозы других мест, это будет тазобедренный сустав. А что самое важное, крестцово-подвздошный, поясница. Можно уже отдыхать. Эти упражнения, к сожалению, будут вызывать дискомфорт в нижних суставах поясничного отдела. Часто в пояснице бывают спондилолистезы, часто бывают грыжи, часто бывают просевшие позвонки, изменения лордоза. И, к сожалению, эта нагрузка, казалось бы, абсолютно безопасная, не показана людям, у кого болят суставы. И упражнения, которые все любят выполнять, потянуть свою поясничку, потянуть, да. Ребята, ребята, неприменимое слово. Здесь мы говорим о людях старшей возрастной группы, от 40 лет, да. Девчата от 40 лет. Пожалуйста, запомните, тянуть больную поясницу не нужно, потому что больная поясница изменяет свою функциональную активность, там по-другому распределяется напряжение фасций. В больной спине у вас основная проблема — это чаще всего нестабильность, а не то, что она слишком зажатая. Возможно, организм не зря ее зажимает. В-третьих, если у вас есть проблемы со спиной, лучше начните тянуть ноги, руки, грудной отдел, но только не больную спину. Больная спина чаще всего же требует покоя и иммобилизации, а не дополнительных нагрузок. Специальные вот такие вот растяжки коленного сустава, когда человек, казалось бы, тянет колено, на самом деле он прогибает еще дополнительно поясницу, он тянет все тазобедренные, но травмируется опять поясница. Растяжки коленного сустава дополнительные, нам не нужны, только мобилизация. Также нас со школы приучили делать вот такие движения, и они служат часто разминкой на детских секциях перед основной тренировкой. Детям, опять же, подходит, молодым, здоровым, красивым подходит. Если есть проблемы с коленями, слабость мышц, эти упражнения не нужны, совершенно не нужны. Любые вращения коленями, особенно когда они у вас очень хорошо получаются, вы прям болтаете этими коленями,
делать тоже не надо, потому что это не способствует стабильности, а остеоартроз развивается на фоне нестабильности. Также вы должны запомнить важный принцип. Упражнений в интернете очень много, если вы посвятите этому время, вы найдете их огромное множество. Как же понять, какие вам подходят, а какие нет? Во-первых, если после упражнения у вас возникает боль, и она продолжается более суток, то есть на следующий день после тренировки вы проснулись с неприятным ощущением в колене, после введения нового упражнения, откажитесь от этого упражнения, оно вам не подходит. Даже если автор этой методики говорит, что это супер упражнение, подходящее всем.